Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Я рада приветствовать вас на канале Истории судеб, и вот наша история на сегодня. Детство и юность Ирины проходили под пристальным надсмотром родителей. Легче было перечислить, что ей можно было делать, чем то, что нельзя. Поэтому, когда на последнем курсе института за ней начал ухаживать Валерий, а впоследствии позвал замуж, то родители настояли на ее согласии. Самой Ирине он не очень нравился, но, привыкшая не идти против воли родителей, она согласилась, а те приводили аргументы, что Валерий из хорошей обеспеченной семьи, и жить она с ним будет, как у Христа за пазухой. В этом они оказались правы. Нужды ни в чем Ирина не испытывала, но после замужества у нее ничего не изменилось. Ей также многое было нельзя, как и до этого, но только все ей запрещал муж. Валерий хорошо зарабатывал и обеспечивал их семью. Единственное, что смогла отстоять в своей жизни Ирина, это право на работу. Она работала преподавателем в музыкальной школе. Ира понимала, что она просто удобная жена. Как выяснилось, родители настояли, чтобы Валерий нашел себе жену, а иначе перекрывали ему доступ к деньгам. Вот он и выбрал тихую и послушную Ирину. Она убиралась в доме, готовила вкусные обеды и ужины. Правда, очень часто Валерий и не приезжал на ужин, а возвращался домой уже когда Ира спала. Первый раз она почувствовала себя по-настоящему счастливой, это когда увидела свою новорожденную дочь. Вот в тот момент она поняла, что такое счастье, когда на душе так легко и сердце замирает при виде этой маленькой малышки. Родители мужа уже давно жили за границей, и поэтому внучку видели только на фото. А родители Ирины говорили, что она родила себе, и поэтому они не будут помогать. Им и так хватает дел своих. Ирине было обидно это слышать, учитывая, что она не просила помощи, а просто хотела, чтобы бабушка с дедушкой увидели внучку. После рождения дочки Валерий сильно изменился. Его не устраивал ночной плач ребенка, и теперь Ирина не всегда поспевала с ужином. Начались скандалы. Ирина как могла успокаивала супруга, но он не стеснялся в выражениях и громкости голоса. Маленькая Марина просыпалась и начинала плакать. Ирина звонила родителям, рассказывала о том, что хочет уйти от мужа, но родители сказали терпеть. И еще то, что ее с дочкой они не ждут. У них и так живет практически постоянно сын ее брата. Брату и его жене надо карьеру строить и зарабатывать, а у нее и так все есть. Ира в такие моменты шла к дочке. Смотря на маленькую принцессу, она успокаивалась. «Ничего, малышка, у тебя есть я, а у меня ты». Так продолжалось еще 4 года. К этому времени Валерий перешел от криков к рукоприкладству. Ирина опять звонила родителям, рассказывала. Она ждала от них защиты, но ответ был тем же, что и раньше. Она им не нужна. «Мариночка, девочка моя, потерпи немного, скоро мы уйдем», — говорила она дочке, а сама в это время откладывала деньги. Валерий уже давно практически не давал ей наличных, только сам покупал необходимое. Но она находила моменты, когда он это сделать не может, и откладывала. Что-то покупала дешевле или не покупала совсем. Ира понимала, что на первое время им с дочкой надо что-то больше, чем ее зарплаты. Ведь дом мужа, как и все в нем. Сегодня она поняла, что не зря это делала. Вчера муж в очередной раз не пришел ночевать. Ирина всю ночь практически не сомкнула глаз. Мариночка приболела, и она была рядом с ней. Около 11 утра в дом зашел Валерий. Ирина не сразу вышла на его крик, а когда подошла, то увидела, что он не один. «Вот, смотри, Ирка, как должна выглядеть жена», — сказал он, показав на щедро накрашенную молоденькую девушку. «А ты на себя посмотри. Ты сегодня хотя бы расчесывалась?» Ирина стояла молча. Да, она не успела расчесаться. Когда болеет ребенок, на это становится все равно. И она понимала, что бы ни сказала в ответ, это будет неважно. «Значит так,
собирай свои вещички и этой мелкой, и уходите. Теперь здесь будет другая хозяйка, которую не стыдно показать друзьям. И ты же понимаешь, что полноценных элементов не увидишь?» Ирина понимала. Она знала, что весь бизнес родителей мужа, и они ему сделают такую справку, какую он захочет. С другой стороны, она даже была рада, что теперь будет свободна, и родители не будут ее упрекать в том, что это сделала она. А вот в последнем она ошибалась. Пока Ира собирала вещи, то позвонила маме и рассказала обо всем. В ответ услышала, что муж прав и надо ухаживать за собой. И вообще, сама виновата и расхлебывай самостоятельно. И что в ее возрасте сидеть на шее у стариков должно быть стыдно. Вот что, а сидеть на шее она не собиралась, но почему-то надеялась, что они приютят ее и Мариночку на первое время. Собрав в основном вещи дочки в дорожную сумку и немного своих вещей в пакет, она зашла к ней в комнату. Мариночка стояла на пороге. Она была одета, за спиной был рюкзак, а в руках любимый зайчик. «Мама, я все слышала, я готова». Ира обняла дочку. «Моя же ты умничка. Ну пойдем». И малышка закивала. Когда Ира была в коридоре, то услышала: «Напиши адрес, куда прислать остальные ваши вещи. Нам хлам дома не нужен. Завтра придет уборщица и все соберет». «По месту работы», — сухо ответила Ира. А в душе даже немного обрадовалась, что гардероб будет побольше. Уборщица, тетя Зина, хорошая женщина, и она нормально соберет вещи, если Валерий их сегодня не выкинет. Выйдя из дома, Ира позвонила тете Зине. Та пообещала собрать все необходимое, а еще рассказала, что ее подруга сдает комнату. Бабушка одинокая, и Зинаида Михайловна давно ее уговаривала сдать комнату, чтобы было полегче. Пенсии-то копеечные. Обрадовавшись, Ира пошла по указанному адресу. Мария Петровна оказалась очень доброй бабушкой. Услышав историю Ирины, сначала деньги даже брать не хотела. Но Ира заверила, что у нее есть финансы и работа. Да и в конце концов, на сдачу комнаты бабушка решилась тоже не из-за хорошей жизни. На то мы порешили. Ира ходила на работу, Марина в садик. Когда было нужно, за ней приглядывала Мария Петровна, а Ирина убиралась во всей квартире и часто готовила ужин на всех. Впервые за много лет Ира чувствовала себя дома. Здесь была теплота и уют, уважение и взаимопомощь. То, что она не видела никогда. Была середина осени. Ира с Мариной пошли в парк. Надо было сделать поделку в садик и собрать природные материалы. А в парке были и шишки, и желуди. Насобирав целый букет листьев и пакет с шишками, желудями и веточками, они присели на скамейку. «Какие мы с тобой молодцы! Вот только надо придумать, что теперь сделать из всего этого», — сказала Ирина и обняла счастливую дочку. «Из сережек от дерева можно сделать сову», — послышался чуть поодаль мужской голос. «Я в детстве делал. И ежика с шишками». «Спасибо за идею. У меня ощущение, что мы набрали слишком много всего. С вами поделиться?» «Спасибо, но нет. У меня нет детей». «Извините, просто подумала, что вы тоже за этим пришли, раз вспомнили про сову. Просто в детстве я тоже в этом парке вместе с мамой все собирал, и потом мы клеили или делали с пластилином». Они разговорились. Мужчину звали Виталием. Он оказался очень интересным собеседником, а еще был музыкантом. Ира преподавала уроки фортепиано, а Виталий играл на скрипке. Еще и по этому поводу у них нашлось много общих тем. «А как я могу увидеть, что у вас получится?» «Мы завтра придем сюда гулять, и я сфотографирую, что у нас получилось». Теперь выходные с прогулками в парке они часто проводили вместе. Виталий играл с Мариной и разговаривал с Ирой. Когда наступила зима, то прибавились и зимние забавы.
Ире было так легко с ним. «Мам, а почему дядя Виталий не заходит к нам в гости? Я рассказала о нем бабушке Маше, и она не против». Виталий всегда провожал их до подъезда и никогда не навязывался в гости. Да и тогда Ире пришлось бы рассказать, что ее с дочкой выгнали на улицу. Ей было стыдно. О жизни Виталия она знала. Он никогда не был женат. Была любимая девушка, но предала. И поэтому он жил для себя дальше. Много работал, а также путешествовал. В следующую прогулку в гости его пригласила Марина, а ей он не смог никак отказать. К удивлению Иры, он не смотрел на нее осуждающе, когда она рассказала их с дочкой историю. Прошел год. Они опять собирали листья и каштаны, только теперь вместе. Ира давно поняла, что влюбилась, но Виталий не делал никаких шагов навстречу. Пока дочка играла с листьями, она повернулась к нему и сказала: «Виталь, я не могу больше молчать. Я люблю тебя». И она посмотрела ему в глаза. «Ирочка, понимаешь, есть то, из-за чего мы не можем быть вместе. У тебя есть семья? Или тебя пугает разница в возрасте?» «Нет, тут дело в другом. Давно тебе надо было рассказать. Понимаешь, год назад, когда мы встретились, я шел от врача. Мне хотелось пройтись по местам, которые мне близки. За полгода до этого мне поставили страшный диагноз. Я прошел химию, был в клинике в Израиле, но время упущено. Еще тогда мне отвели полгода, но ты и Мариночка продлили мне мою жизнь. Я не знаю, сколько мне осталось». Ира не знала, что сказать. «Раз ты все узнала, то найдешь завтра днем для меня время». Она кивнула. Слов просто не было, и остаток прогулки был молчаливым. На следующий день Виталий заехал за Ирой на работу. Они поехали к нотариусу. Ира даже толком не смотрела, что подписывает. Она слышала что-то про дом, счет в банке, но ее мысли были не там. Когда они вышли от нотариуса, Виталий сказал: «Переезжайте теперь уже в ваш дом. Я не успею подарить тебе и Мариночке любовь и внимание, но оставлю после себя дом и небольшие сбережения. Увы, большую их часть я потратил в Израиле». На следующий день Ира с дочкой переехала к Виталию, а когда через неделю его положили в больницу, то туда переехала и Мария Петровна. Она так привязалась к Ире и Марине, что была очень рада, когда ее попросили о помощи. Ира практически жила в больнице, а Мария Петровна привозила Мариночку раз в день. Прошел месяц. Виталий понимал, что ему оставалось совсем немного. «Ирочка, ты должна мне кое-что пообещать», — тихо сказал он. Ира присела поближе. «Ира, ты и Марина должны быть счастливыми. Не бойся пускать счастье в свою жизнь и больше никому не давать так с тобой обращаться, как делал твой муж. Будьте счастливы, девочки мои». «Я обещаю», — сказала Ира, украдкой смахивая слезы. На похоронах был весь оркестр, в котором играл Виталий. А после 40 дней ему посвятили концерт в театре, куда на сцену вышла маленькая девочка и, сев за фортепиано, сыграла его любимую мелодию. Прошло 6 лет. Мария Петровна хлопотала на кухне. Сегодня был праздничный ужин. Мариночка выиграла областной конкурс. Она уже совсем виртуозно играла на фортепиано. Скоро должны были приехать домой Ира, Марина и Вячеслав. Ира нашла свою любовь, а Марина называет его папой. Они сидели вечером, смотрели, как по телевизору показывают фрагменты конкурса, и гордились дочкой. А на другом конце города эту же передачу смотрел Валерий. Он уже не был таким холеным. Родители убрали его из бизнеса, поняв, что он тянет бизнес на дно. Молоденькая девушка
исчезла тогда же, когда и деньги. Он был один, смотрел выпуск новостей и никак не мог понять, что такого знакомого в этой девочке. А откуда ему понять, если он толком никогда не смотрел на дочь? А Вячеслав удочерил ее, дав ей свою фамилию и отчество. Во время награждения девочка сказала: «Эту победу я посвящаю дяде Витале, который дал нам с мамой веру в жизнь после предательства отца». Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. До свидания.